21. Мы начинаем следующий раздел, начиная с 11 стиха. Okay. So 1 to 10. Okay, we continue with 11. Sri Bhagavanuvacha Asochan Anvashochastvam Prajnavadamscha Bhashase Gatasunagatasumscha Nanushochanti Pandita. Верховный Господь сказал: «Ведя ученые речи, ты сокрушаешься о том, что недостойно скорби. Мудрые люди не скорбят ни о живых, ни о мертвых». Комментарий Шрилы Прабхупады. Господь сразу вошел в роль учителя и отчитал своего ученика, назвав его, хоть и не прямо, глупцом. «Ты говоришь как ученый, — сказал Господь, — но не знаешь, что образованный человек понимает разницу между телом и душой, и потому никогда не скорбит о теле, будь то тело мертвеца или живого. Как станет ясно из последующих глав, обрести знание значит постичь природу материи и духа, а также того, кто управляет ими». Арджуна заявил, что принципы религии гораздо важнее политических соображений или интересов общества. Однако ему было невдомек, что знание о материи, душе и Всевышнем выше даже религиозных заповедей. Не зная об этом, он не должен был выдавать себя за ученого человека. Не имея достаточных знаний, он сокрушался о том, что недостойно скорби. Наше тело рождается и рано или поздно умирает, поэтому оно не так важно, как душа. Тот, кто знает об этом, является поистине образованным человеком, у него нет причин для скорби, в каком бы состоянии ни находилось его материальное тело. Okay. Why did Lord Krishna call Arjuna a fool, even though he was giving very good arguments for not fighting the war? Почему Кришна называет Арджуну глупцом, хотя тот и приводит веские аргументы в пользу отказа от сражения? Yes, who's going to talk? Ramagovinda Prabhu. Рамгуранг Прабhu, вы можете отвечать? Харе Кришна. Hare Krishna. Мои поклоны. А напомните, пожалуйста, вопрос. Почему Кришна называет Арджуну глупцом, хотя тот и приводит веские аргументы в пользу отказа от сражения? Потому что Арджуна считает, Кришна считает, что, так, если перефразировать, в общем, во-первых, такой банальный ответ: Кришна отождествляет, Арджуна отождествляет себя с телом, то есть он придерживается этой телесной концепции. А в контексте какого текста, напомните, пожалуйста. Это у нас 2.11. 2.11, ага, понял. То есть это уже идет раздел о душе, насколько я помню, да? Да. Вот, то есть он начинает перед этим там в текстах 2.7, 2.5, да, там Арджуна предался, насколько я помню, но в 2.9 он показывает, что недостаточно квалификации как ученика. Дайте мне паузу небольшую, пожалуйста. Да. Krishna is calling Arjuna a fool because Arjuna is on the bodily platform, and in verse 5 Arjuna has surrendered to the Lord, but in verse 9 he showed that his qualification is not yet enough.
Okay. And why did he, I mean, he was giving very good arguments, right? Why it's not good to fight the war. Ну, вот смотрите, Арджуна приводит очень веские аргументы в пользу отказа от сражения. And still he was calling him a fool. И все равно Кришна называет Арджуну глупцом. He, in fact, said that it is dharma is more important than politics. По сути, он сказал, что дharma более важна, чем политика. Можно, да, Нитянанда Сварупа? Да, конечно. Арджуна ведет себя как человек, у которого есть знания, но основного знания, которое о душе и о теле, и разделяет душу и тело, у него нет, поэтому Кришна называет его глупцом. Arjuna behaves like a man of knowledge, but he lacks the most important knowledge about the difference of the body and the soul. That's why Krishna is calling him a fool. Также Арджуна не понимает, кто управляет телом. Besides, Arjuna doesn't realize who is in charge of the body, Душой. about the soul. Okay. Thank you. Yeah. In what capacity was Krishna chastising Arjuna so severely? He was very strict and very severe. So why was Krishna doing that? Находясь в какой роли Господь отчитывает Арджуну и почему он это делает? Vladimir Prabhu. Владимир Прабу. Учителя, скорее всего. Вы ответили, да? Ну, он отчитывает, потому что Арджуна выдает себя как знающего человека, но поскольку он скорбит, означает, что он невежествен в отношении души. Владимир Прабу, вопрос был, в какой роли Господь отчитывает Арджуну и почему он это делает? В какой роли? Еще раз повторите. В какой роли Господь отчитывает Арджуну? В какой роли? What was Krishna's Как роль, он же как духовный учитель уже. He is doing this in the capacity of spiritual master. Yes. That's what. And so what do we learn from this? И какие можно выводы из этого сделать? То, что Кришна уже начинает его правильно наставлять, дает правильное наставление. We can learn from this as Krishna is starting to instruct him. Yes, and for ourselves, how should we behave in front of a spiritual master? А для себя какие мы можем выводы сделать? Например, как мы должны себя вести перед духовным учителем? Естественно, смиренно слушать и задавать вопросы. We should listen to him in a humble state and ask questions. Yes, and we should always feel that we are a fool in front of the spiritual master. Да, и кроме того, перед духовным учителем нужно себя ощущать глупцом всегда. Right? Even we should not try to show off our knowledge or try to argue with the spiritual master. Не нужно пытаться продемонстрировать духовному учителю глубину своего знания, не нужно пытаться спорить с ним. Right? Even Chaitanya Mahaprabhu, he said that my guru found me a fool, and that's why he said, don't read Vedanta, you chant Hare Krishna instead. Даже Господь Чайтанья говорил,
Мой гуру считал меня глупцом, он не советовал мне изучать веданту, просто просил меня повторять Святое Имя. Of course, he was speaking on our behalf. I mean, he's not a fool. He's the Supreme Person. Конечно же, Господь Чайтанья не был глупцом, он Верховный Господь, но он говорил это просто, чтобы подать нам пример. His Holiness Jayapatak Swami once said that, he was walking along with Srila Prabhupada and some other devotees in Mayapur on the fields. Сил Джайпатак Свами Махарадж рассказывал историю. Однажды он вместе с другими преданными гулял с Шрилой Прабхупадой в Майяпуре где-то в полях. And then Prabhupada mentioned something about farming. И Прабхупада отпустил какую-то реплику, связанную с сельским хозяйством. And because His Holiness Jayapatak Swami was also doing farming, and then he had heard something about from the villagers. So he was telling, no, Prabhupada, this is what is, it's like this. He said something else. I forget what it is. Шрила Джайапатак Свами Махарадж, он тоже вел к тому времени в Майяпуре сельское хозяйство, и он многим вещам научился у местных жителей, и он как бы оспорил то, что сказал Шрила Прабхупада, сказал, нет, нужно делать вот это по-другому. Там, я уж не помню точно, о каких там работах сельских шла речь. And Prabhupada again said the same thing. Прабхупада снова повторил то, что он сказал. And it was not anything spiritual. It was something material. Причем это никак не было связано с духовным, это просто какие-то материальные вещи обсуждались. So His Holiness Jayapatak Swami also explained again about another proposition, not what Prabhupada said. И его святейство Джайапатак Свами снова выдвинул свой аргумент. And then Prabhupada became very grave and quiet. И после этого Шрила Прабхупада стал очень серьезным и замолчал. And he didn't speak to him at all for the rest of the walk back. И до конца прогулки больше с Махараджем не разговаривал. And he felt horrible, because of that. Махарадж чувствовал себя ужасно от этого. But he says it's an example of how we should not, if the Guru says something, I mean, this was more like an instruction because he was not actually defying him or anything, but he just mentioned some other idea which others are saying. And Prabhupada, we have to, he was setting the example that we have to accept the Guru's words. Конечно, Махарадж не пытался оспорить мнение Шрилы Прабхупады, он просто привел какое-то, сказать, мнение местных жителей, как они какие-то работы выполняют. Но Шрила Прабхупада использовал это как пример того, что нужно слушать и делать то, что говорит духовный учитель. Many people try to avoid getting too close to the spiritual master because they cannot take it. If the spiritual master chastises or scolds us, that is his mercy, but maybe they cannot take it. Многие люди по этой причине боятся вообще приближаться к духовному учителю, боятся, что он прольет таким образом на них свою милость, отругает их, потому что они не уверены, что они смогут это принять. But actually many Prabhupada disciples, they mention how they felt so happy when actually Prabhupada chastised them. Но многие ученики Шрилы Прабхупады вспоминали, что когда Прабхупада их ругал, они чувствовали себя счастливыми. Because that is the role of a spiritual master, to remove all our maya and anarthas. Такова роль духовного учителя — избавлять нас от майи и анартх. And okay, from the application point of view, do we feel proud of our material knowledge? Do we give more importance to material knowledge over spiritual? Вопрос на применение. Гордимся ли мы своим мирским знанием? Придаем ли мы мирскому знанию большее значение, чем духовному? То есть предполагается какой-то ответ на эти вопросы. Yes, who can say? Somebody? Кто-то готов ответить? Sometimes we have more faith in the material knowledge and we have doubts over spiritual.
Иногда мы больше Does it доверяем happen sometimes? мирскому знанию, иногда у нас есть сомнения в духовном знании. Especially the scientists, they might find it difficult to accept some of the things which are mentioned in the Shastras. Особенно это относится к ученым, которым сложно принять некоторые вещи, которые говорятся в шастрах. Харе Кришна, я могу кое-что сказать. В силу того, что я достаточно сильно гордилась своим знанием и определенное отношение к научным кругам имею. I can say a few words because to some extent I belong to scientific circles and I used to be proud with my scientific knowledge. И, соответственно, я считала себя очень знающей. И в медицинской сфере кандидат наук, и очень гордилась этим. And I considered myself to be a very knowledgeable person in my sphere, in the sphere of medicine. I am a PhD. Но опыт моей жизни показал, что мои знания в определенных ситуациях абсолютно бесполезны. But my life experience showed me that in some situations my knowledge is completely useless. При этом я врачом быть не перестала, и свои знания, конечно, на практике применяю, но они с началом практики сознания Кришны, они трансформировались, и определенное понимание, что это не настоящее знание, пришло в процессе. This being said, I'm still a practicing doctor, but now I have this realization that this material knowledge is not the highest knowledge when compared to Krishna consciousness realizations. Okay. Talking of doctors, there's a doctor, a famous doctor in India, from Mumbai, and he had mentioned, he sent, there was a WhatsApp message about how he himself was talking, that he had a patient who was just a 6-year-old girl. And Раз she уж had... речь о докторах зашла, расскажу историю. Есть один очень известный доктор в Бомбее, и вот он в WhatsApp написал, то есть было лично от него сообщение, у него была девочка, 6-летняя пациентка. And she had to have a heart surgery. И ей предстояла операция на сердце. And the doctor had told the parents that I cannot guarantee that the operation will be a success. И доктор сказал родителям, я не гарантирую успех этой операции. But the other option was that she will die. Но другой вариант был это обречь ее на верную смерть. So the parents wanted to take a chance and they brought her to the hospital. Родители решили рискнуть, отвезли девочку в больницу. And so before the operation, so she was taken to the operation theater, and the doctors found that she was very cheerful. Девочку привезли в операционную, и доктор увидел, что девочка такая очень веселая. And so he asked her, "You're not afraid of the operation taking place?" И он спрашивает, а ты что, не боишься операции? Then the girl said, "Why should I be afraid? Because my mother said that when you cut open my heart, my mother said that God resides in the heart. So I'm not afraid." И девочка сказала, о чем мне бояться? Мне мама сказала, что Господь находится у меня в сердце. And then she told the doctor, "Doctor, when you cut open my heart, then you will see God. So can you tell me how he looks?" И поэтому сказала она, доктор, когда вы мне разрежете сердце, вы же увидите Бога, вы потом мне расскажете, как он выглядит? The doctor was an atheist, but still he said, "Okay," just to please her. Доктор, к слову сказать, был атеистом, но просто, чтобы девочку не расстраивать, он сказал, ну хорошо. So during the operation, what happened was that suddenly, this heartbeat just went flat for a moment.
you know, and Началась операция, и в какой-то момент сердцебиение прекратилось. you know, this doctor was feeling very bad because he, you know, he really, I mean, because she was a small girl and she had so much of life left, and he really wanted to be successful, and he felt very bad. Доктор, конечно, ужасно себя чувствовал в это время, потому что маленькая девочка, у нее вся жизнь впереди. Он очень хотел, чтобы операция прошла успешно. But at that moment, he remembered her words, because he had cut open the heart, and then then he remembered her words that, doctor, when you open my heart, please look for God and tell me how he looks. И в этот момент он вспомнил слова девочки, он как раз разрезал сердце и вспомнил слова девочки, которая сказала: ну, вы когда сердце разрежете, вы же увидите Бога, вы потом расскажете мне, как он выглядит. So at that moment, he actually thought of God. И вот в этот момент, глядя на разрезанное сердце своей пациентки, он вспомнил о Боге. And right at that moment, his assistant, he just nudged the doctor, doctor, see, the heartbeat is coming again. You know, we can... И в этот момент ассистент ему сказал: доктор, смотрите, сердцебиение восстанавливается. And so the doctor became very happy and he performed the operation, and then it was a success. The girl came back to life. Доктор очень вдохновился, довел до конца операцию, девочку потом привели в себя. But he got the realization that it was just impossible that the operation would have been success, because the heartbeat had stopped. И доктор, что он осознал, что, в принципе, благополучный исход операции был невозможен, потому что сердце уже остановилось. And because he thought of God at that moment, the operation became suddenly successful and she came back to life. Но просто от того, что он подумал о Боге в момент операции, она увенчалась успехом, и девочка выжила. So then, after that, he started believing in God, and he put a photo of Narasimhadev in his operation theater, and he would worship him before performing operations. He said, only by God's mercy. Так он стал верующим, у себя в операционной повесил изображение Нарисимхадева, и теперь перед каждой операцией поклоняется ему, потому что он понимает, от кого зависит успех операции. So, you know, we get some experiences and then we realize, right, that material is not everything, that God is helping us and He's controlling everything. Поэтому в какой-то момент что-то в жизни происходит у нас, и мы понимаем, что в конечном счете Господь все контролирует, а материя — это не есть какое-то высшее состояние. Anyone else has gone through any experience by which they realize that spiritual knowledge that you know, is higher? It is it's the most important, and material is not enough. Может быть, еще у кого-то из вас был опыт, когда вы поняли, что духовное знание более важно, чем материальное, и что материального знания недостаточно. Я могу рассказать тоже историю. В свое время я тоже как-то занимался научной Да, работой. пробу, говори погромче, ладно? Плохо слышно. Хорошо. Если камеру можешь включить, будет еще лучше. Хорошо. В свое время я тоже занимался научной работой, вот, когда учился в университете. И мне это не казалось чем-то значимым, как-то я не особо не привлекался, но вот преподаватели, они меня занимали, как бы, видя мои какие-то вот способности. Вот. Ну, когда я стал преданным, и со мной произошел такой случай, что я попал в больницу, вот, и мне нужна была срочная операция. Это, как они сказали, врачи, говорят, нужна срочная операция уже вечером. Сейчас, дай мне паузу, пожалуйста. When I was studying in the university, my teachers were engaging me in some scientific researches. I myself was not interested, but still they insisted, so I participated. And at some point, I needed surgery, so I was put to the hospital. Вот. И единственное, что я понимал, что вот
Меня могут спасти только духовные вещи, духовные знания. Я понимал, насколько, так сказать, медицина, она находится в невежестве. Вот, поэтому я в собой в больницу взял Шримад Бхагаватам, вот, Радха Кунды, вот, четкие для повторения мантры. At this point, I already realized that material knowledge is knowledge in ignorance, so I took with me to the hospital Srimad Bhagavatam, my beads, and Radha Kund water. И когда доктор был такой молодой, амбициозный хирург был, и когда он пришел за мной, чтобы повезти меня в операционную, вот, я в это время, все это время оставшееся, который был перед операцией, повторял святые имена, вот, и молился Господу. Я понимаю, что, в принципе, может быть, это мои последние часы. Вот, the doctor was very young and ambitious, and when he led me to the surgery theater, I was chanting the holy name because I realized that this could be my final minutes of life. Вот. И когда я уже пошел, как бы встал с постели и должен был идти на операцию, я вот вдруг почувствовал, что у меня нет боли в этом месте. Как бы, и я сказал об этом хирургу, что, говорю, похоже, проблема, она как бы уже ушла. То есть в операции нет необходимости. And when I was going there, I suddenly felt that my pain has gone, and I told the doctor that maybe there is no need in surgery. Ну, он не поверил, и он мне сказал, ну, пойдемте, мы посмотрим сейчас, что там да как. He didn't believe me. He said, no, we should go and we will see what is the situation. И когда он осмотрел меня, это место, он сказал, да, что-то такое непонятно, но я должен как бы сделать надрез, хотя бы посмотреть, в чем там проблема. He examined my body and he said, yes, it seems that there is no more problem, but still I should make a cut at this place just to make sure that everything is okay. И мне, то есть необходимость в анестезии опала такой вот, ну, чтобы меня усыпить. И просто под местным как бы наркозом, под уколом мне там он сделал разрез в этом месте. So he didn't give me a general anesthesia, just local, and he made a cut. Which part of the body? А вы можете сказать, какая часть тела была? Ну, это была как бы нижняя часть тела. В общем. It was in the lower part of the body. Okay. И когда он все это делал, я повторял святые имена Бога. And while he was cutting, I was chanting the holy name. Вот. И он спросил меня, что ты такое повторяешь. Я ему стал рассказывать. Вот. И когда у него дошло, что действительно проблемы нет, хотя там она не могла просто решиться просто так, он был как бы в недоумении вообще. And he was asking, what are you chanting? I explained to him, started preaching, and when he finished his cut, he saw that the problem has actually gone. После этого я ему проповедовал около часа, и он даже не мог следующую операцию делать, он был в таком шоке. And after that, I was preaching to him for an hour. He was in complete shock, and he couldn't even start his next surgery. После этого он взял книги Шрилы Прабхупады и рассказал всем своим коллегам об этом невероятном случае. And then he took Prabhupada's books and told all his colleagues about this wonderful miracle. После этого его коллеги тоже взяли книги. And then his colleagues also took Srila Prabhupada's books. Ну, и это вот говорит о том, что на самом деле, как бы, что нам нечем гордиться, как бы, кроме как надеяться на Господа и понимать, как бы, иметь духовное понимание происходящего. It shows that we have nothing to be proud of, and instead we should take refuge in God and try to develop spiritual understanding. После этого еще произошло еще более невероятная история. Then I had one more miracle.
Вот. Один молодой человек лежал там, у него было крайнее положение, ему должны были ампутировать ноги. One young man was lying also with me in the hospital. He was in a very bad state. The surgeon wanted to cut off both of his legs. Oh my God. Я ему стал проповедовать, и как бы я ему рассказал о славе Радха-кунды, о славе Хари Кришны Махамантры. Он заинтересовался, принял, почтил воду Радха-кунды, и я ему дал четки, он стал повторять мантру. I was preaching to him about the glories of the holy name, about Radhakund, and he took some Radhakund water and took beads and was learning to chant. И после этого, как через несколько дней, произошло такое тоже невероятное чудо. У него все процессы прекратились, и в операции отпала необходимость. And miraculously, in a few days, all the negative processes discontinued, and there was no need in surgery anymore. Wow. После этого он начал повторять 16 кругов, я ему приносил книги, он их там распространял пациентам и персоналу. And he started while in the hospital to chant 16 rounds. I was bringing books to him, and he was distributing them to the doctors and to other patients. Когда его выписали, у него была неблагополучная семья, мама была алкоголик, и у них там были ужасные условия вообще. А сам он не мог передвигаться, поскольку у него были проблемы с ногами. And when he was dismissed from the hospital, he returned home. He had a very bad situation. His parents were alcoholics, and he could not move from them because he had difficulties with walking on his legs. И он сказал, что мне очень сложно повторять Хари Кришна мантру в таких условиях, поскольку они постоянно меня склоняют к тому, чтобы я принимал интоксикации. He said he complained to me that it's very difficult to chant Mahamantra in this situation because my parents insist that I continue to take intoxicants. Там был такой криминальный район, туда было опасно вообще ходить в этот дом. Вот. Но я приходил туда и просто приносил ему чаринамрита и общался с ним. He was living in some criminal part of the city, but I still was visiting him and bringing him Charanamrita. И один раз я пришел, и как бы его мама, она лежала просто как бы неадекватная лежала, и он в это время как бы принимал Чаринамрита, она проснулась. Once I came to him, his mother was completely drunk, and I brought Charanamrita to that boy, and when he took Charanamrita, suddenly his mother awakened. И она увидела, она подумала, что он принимает какой-то алкоголь, и она тоже попросила выпить. And when she saw him drinking something, she thought that this is alcohol, and she asked to give it to her also. Я ей налил целый стакан, и она просто залпом выпила его. I gave her full of glass of Charanamrita, and she just drank it in a moment. После этого глаза ее просветлели, она долго прокашливалась, глаза ее просветлели, она поблагодарила. Then she started coughing a lot, but her eyes became more clear, and she thanked me. Поскольку у них там были такие сложная судьба, сложные условия, через месяц они все оставили тело один за одним. But still they had a very difficult situation, and after 1 month they all died one by one. И все они читали книги Шрилы Прабхупады перед уходом. But all of them, before dying, they were reading Prabhupada's books. Wow, that is why your name is Dayal Gauranga. Dayal. Вот почему вас зовут Даял Прабhu, слуга милостивого Господа. Very kind, no, Вы full of очень compassion. добры и сострадательны к людям. Хари Кришна. It's amazing. But one thing, I think in Russia you must market like like alcohol drink. You put Charnamrit and bottled thing. We can call it something, maybe Krish vodka or whatever, and people drink it.
Надо как-то маркетинговую составляющую продумать. В России же много пьющих людей. Чернамриту фасовать и какое-нибудь название придумать, типа Кришна водка или что-нибудь такое, но чтобы им понятно было. Хорошо, спасибо большое, мать Према Падмини. Thank you for your idea. Hare Krishna. So actually, in today's world, many people are not interested in religion. На самом деле в современном мире мало кто вообще интересуется религией. But that doesn't matter because they are interested in spirituality. Но это не так важно, потому что они интересуются духовностью. Right? Many young people, they want to know the answers to problems, solutions. Особенно молодежь. То есть они не религиозны, но их интересует духовность в том плане, что они ищут ответы на свои вопросы. And that is why they will be very interested in Bhagavad Gita. The conversation between Arjuna and Krishna is relevant to all of them. Вот почему их непременно заинтересует Бхагавад-гита, потому что эта беседа Кришна-Арджуна, она актуальна для всех. Is it not? Do Russians also, young boys and girls, they like to hear Bhagavad Gita? Как у вас ситуация? Есть такое, что российская молодежь интересуется Бхагавад-гитой? No. And yet, Нет? maybe you should do it as a drama about this conversation between Arjuna and Krishna and put all the Gita slokas in a very easily understandable form, very interestingly. Ну, один из вариантов, как можно до них донести послание Бхагавад-гиты, это в форме такой театральной постановки, только там шлоки надо пересказать в такой простой и понятной форме. Okay. All right, so we'll go to the next verse, text 12. Natva evaham jatu nasam natvam neme janadipaha na chaiva na bhavishyama sarve vayam ataha param. Стих 12. «Не было такого времени, когда бы не существовал я, ты и все эти цари. В будущем никто из нас не перестанет существовать». Комментарий. В ведических писаниях, например, в Катха-Упанишад и Швет-Шватара-Упанишад говорится, что Верховный Господь поддерживает жизнь бесчисленных существ разных видов и форм. Он обеспечивает их всем необходимым, учитывая деятельность каждого из них и ее последствия. То же самое Верховный Господь в образе своей полной экспансии пребывает в сердце каждого живого существа. Только святые, которые способны видеть Верховного Господа внутри и снаружи всего, обретают вечный мир в душе. Нитянам четанаш четананам эко бахунам явидат хатикаман. Тататмастхам е нупашьянти дхирас тешам шанти шашвати нетарешам. Катха Упанишад 2.2.13. Кришна открыл Арджуне ведическую мудрость специально, чтобы ей могли воспользоваться все люди, в том числе и те, которые выдают себя за великих ученых, хотя на самом деле обладают весьма скудными знаниями. Господь ясно говорит, что Он сам, Арджуна и все цари, которые собрались на поле боя, вечно являются индивидуальными существами. Господь – вечный хранитель всех живых существ, как обусловленных, так и освобожденных. Он – вечная личность, а Арджуна – неизменный спутник Господа. И цари, собравшиеся на поле боя, подчиненные ему вечной личности. Ошибочно думать, будто они не существовали как индивидуумы в прошлом или перестанут быть вечными личностями в будущем. Их индивидуальное бытие никогда не прерывалось и не прервется, поэтому ни одного живого существа нет и не может быть причин для скорби. Господь Кришна, высший знаток вед, отвергает здесь теорию Майявады, гласящую, что индивидуальная душа, которая сейчас скрыта под покровом майи, иллюзии, после освобождения растворится в безличном брамане, утратит свою индивидуальность. Он не согласен с утверждением о том, что индивидуальность обусловленных существ является лишь плодом их воображения. Кришна ясно говорит, что и Господь, и другие существа сохранят свою индивидуальность в будущем, никогда не утратят ее. Это подтверждается в Упанишадах. Слова Кришны авторитетны, поскольку Кришна не подвластен иллюзии. Если бы живые существа не обладали индивидуальностью, Кришна не стал бы это подчеркивать, особенно говоря о будущем. Философ Майявади может возразить, что индивидуальность, о которой ведет речь Кришна, не духовна, а материальна. Но даже если мы примем этот довод,
Вопрос о том, чем индивидуальность Кришны отличается от остальных, все равно остается открытым. Кришна утверждает, что он был личностью в прошлом и останется ею в будущем. Господь снова и снова говорит о том, что он личность, а безличный Брахман находится у него в подчинении. Другими словами, Кришна всегда сохраняет духовную индивидуальность. Если допустить, что он обыкновенная обусловленная душа с индивидуальным сознанием, то поведанный Бхагавад-гита перестанет быть авторитетным священным писанием. Человек, обладающий 4 недостатками, которые присущи простым смертным, не способен дать другим знания, достойные того, чтобы его услышали. Гита стоит выше произведений, написанных людьми. Ни одна мирская книга не может сравниться с ней. Для того, кто считает Кришну просто человеком, Гита утрачивает особую значимость. Философы Майявади утверждают, что множественность, о которой идет речь в данном стихе, условно и относится к материальному телу. Однако в предыдущем стихе Кришна уже осудил телесное представление о жизни. Разве мог он после этого говорить об условной множественности в рамках той же самой телесной концепции? Таким образом, индивидуальность, о которой здесь идет речь, имеет духовную основу. Это подтверждают такие великие ачарьи, как Шри Мануджа и другие. Во многих стихах Гиты ясно сказано, что постичь духовную индивидуальность могут только преданные Господа. Те же, кто относится к Кришне враждебно и завидует его положению Верховной Личности Бога, не способны понять истинный смысл этого великого произведения. Непреданного, пытающегося постичь философию Гиты, можно сравнить с пчелой, которая ползает по банке с медом. Чтобы узнать вкус меда, нужно открыть банку. Аналогично этому сокровенное учение Бхагавад-гиты могут постичь только преданные. Никто другой, как сказано в 4 главе этой книги, не способен ощутить ее вкус. Те, кто отрицает само существование Господа, не должны касаться Бхагавад-гиты, поэтому комментарии Бхагавад-гите, написанные философами Майявади, искажают заключенную в ней истину до неузнаваемости. Господь Чайтанья запретил нам читать комментарии философов Майявади и, предостерегая нас, говорил, что тот, кто принимает философию Майявади, лишается возможности проникнуть в тайный смысл Гиты. Если бы Господь говорил об индивидуальности, существующей только в пределах материальной вселенной, необходимость в его наставлениях отпала бы сама собой. Различие между индивидуальной душой и Господом является вечной реальностью, что, как уже говорилось, утверждается в Ведах. Hare Krishna. So, what does Krishna tell Arjuna about his and others' individuality? Что говорит здесь Кришна о своей и нашей индивидуальности? Yes, who will speak? Vladimir Prabhu. Владимир Прабhu. Да, Хари Кришна. Ну, Кришна говорит, что она сохраняется и не исчезнет с ними. Она бывает неоднократно. Krishna says that our individuality remains and never discontinues. Okay. And what is Krishna's relationship with all the other jivas? А какие отношения связывают Кришну с другими живыми существами? Ну, Отец всех живых существ, а мы его неотъемлемые частички. He is the father of all living entities, and we are his parts and parcels. Okay. So what does he do because of that? As a father, what does he do? И что он делает, будучи Верховным Отцом? What does a father do for his children? Что отец делает для своих детей? Он заботится и, если человек предается Господу, то он его видит. А так, если не предается, он позволяет реализовать ему все, убедиться в их нужности.
Я обрывками, к сожалению, слышал, связь у вас не очень хорошая. Что услышал, то переведу. He takes care of all the living entities, and if the living entity is surrendered unto him, he is leading this entity in his spiritual life, and if the living entity is not surrendered, he allows him to fulfill his material desires and thus lose taste to material enjoyment. Okay, but does he fulfill the desires of the conditioned souls? Does he, does he fulfill the desires of the people who are not, who are conditioned souls or non-devotees? Исполняет ли Господь желания обусловленных душ, то есть людей, которые не являются преданными? Да, он исполняет желания, но в рамках их кармы, в рамках их, в рамках кармы, да, он исполняет желания. He does fulfill their desires, but in the boundaries of their karma. Okay, and what are the thing? Where is, what are the relationship does he have? Where is he situated with the living entity? А какие отношения нас связывают с Господом? Где он находится вот, в живом существе, в человеке? Ну, Господь как параматма присутствует в области сердца. As Paramatma, he is present in the region of the heart. Okay, and Krishna says, Krishna says, the maintainer of all individual living entities, both in their conditioned and in their liberated situations. So even for conditioned souls, he is only maintaining. Здесь Шрила Прабхупада говорит, что он поддерживает все живые существа как освобожденные, так и обусловленные. То есть обусловленных существ он тоже поддерживает, это он дает им все необходимое. So that is why we have all different types of devotees. Those who are materially attached and still they have faith. They take shelter of Krishna. Этим объясняется многообразие разных категорий преданных. Есть преданные с материальными привязанностями, но у них есть также вера, и они в какой-то момент принимают прибежище у Кришны. Whereas, what do the Mayavadis say? А что майавади говорят? У них какая теория? Ну, насколько я помню, что они хотят раствориться, что Господь не личность, и что цель это раствориться, в общем-то, в небытие, то есть это вот фактически раствориться в Брахмаджоте. They do not consider Krishna to be a person, and the aim is to lose their individual existence and to merge in the impersonal Brahman. Okay, so here in this verse, Krishna is saying there is no merging, right? We're all always individuals. Вот они хотят раствориться в Брахмане, но смотрите, в этом стихе Кришна говорит, что ни о каком растворении не может быть речи, потому что вот эта индивидуальность, она существовала, существует и продолжит существовать. And the Mayavadis can say, okay, this individuality he is talking about is in the material world. In the spiritual world, there is no individuality. Майавади на это возражает, что индивидуальность, о которой идет речь в этом стихе, это индивидуальность правильная в материальном мире. В духовном мире, мол, никакой индивидуальности не существует. So how is Prabhupada counteracting? И как Шрила Прабхупада опровергает этот довод Майавади? Но тем, что сам Господь говорит в стихе, что он личность, то есть сам Господь об этом говорит. Prabhupada argues that Krishna himself states that he is a person in this very verse. Yes, but he may be saying that in the material bodies.
Here in the material body, we are all separate. But when we become liberated, we'll all merge. Ну, на этом Майвади могут сказать, ну, Кришна это говорит применительно к своему материальному телу, то, что он находится в материальном теле, а когда мы достигаем освобождения, то все становится едино, все сливаются с Браманом. And you should remember that Mayavadis think that Krishna's body is also Maya. Потом вы не забывайте, что Майвади не были бы Майвади, если бы не считали тело Кришны порождением Майи. Ну, там же конкретно говорится, что никогда не исчезает личностный аспект, то есть никогда не остается, личность не исчезает, никогда. Это означает, что и в материальном мире личность, и в духовном личность, то есть никогда же повторяется. But it's mentioned here that never there was a time that when I didn't exist. It applies to material world and to spiritual world also. Yes. And so already Krishna has said he has not accepted the material platform. He's only talking on the spiritual platform, right? He has already chastised Arjuna that you don't speak, you should not speak on the material platform. Да, Шрила Прабхупада отмечает, что то, о чем говорит Кришна, он говорит не на уровне материи, не на уровне материального тела. Он только что Арджуну отругал за то, что Арджуна оперирует вот какими-то категориями, связанными с материальным телом. And the other argument is, if Krishna is individual because he is material, then that means then what is the value of Bhagavad Gita? If Krishna is material, then the Bhagavad Gita loses all its importance. А второй аргумент, который Шрила Прабхупада приводит, заключается в том, что если индивидуальность Кришны – это продукт материи, то тогда Бхагавад-гита утрачивает всякую ценность. Because Mayavadis are saying that you can be individual only in the material world. А Майвади утверждает, что индивидуальность у нас возможна только в материальном мире. So then we know that Krishna, if he is material, then how can he speak Bhagavad Gita, which is pure? Но если бы Кришна был порождением материи, как бы он мог поведать Бхагавад-гиту, которая является абсолютно чистой? Right? Правильно? Ну да. Yes. So we can defeat Mayavadis with this verse. Так что вы можете этим комментарием, этим стихом разбить доводы Майявади. And also, see, sometimes devotees, they think that Krishna will only take care of my spiritual life. He will not take care of my material life. Yes? Также иногда у преданных встречается такая концепция, что Кришна заботится только о духовной составляющей моей жизни, а о материальной стороне жизни он не заботится. Right? Встречали такое? They think that Krishna will not be interested in fulfilling my material desires. Преданные думают, с чего это Кришна будет выполнять мои материальные желания? And so if they feel very strong desire, then they would rather go to the Devatas, go to Ganesha and Lord Shiva and ask, isn't it? Поэтому, когда преданных обуревают какие-то материальные желания, они обращаются к исполнениям к деватам, Ганеше, к Шиве. Yes, you've seen devotees do that. Были у вас такие примеры, когда преданные так поступали? No? Yes? I actually have this experience. I can tell a few words. When I joined Krishna consciousness many years ago, one devotee friend of me acquainted me with the leader of Shiva worshippers in Moscow. And when we came to him, he said, have you come to beg some blessings from Lord Shiva?
And I said, why should I? He said, well, many ISKCON devotees come to us because they are shy to ask Горнитай of any blessings, and they come to Lord Shiva and ask him. Но я свою историю расскажу вкратце. Когда я только познакомился с Санем Кришной в 90-е, преданный, который меня, собственно, познакомил с Санем Кришной, он привел меня на даршан к тогдашнему лидеру московских шиваитов, бывший исконовский преданный был, вот, русский, и он говорит, ну что, говорит, пришли у Шивы благословения просить. Я так удивился, думаю, а чего это я должен просить благословения? Он говорит, как? Ну, говорит, все исконовские преданные сюда приходят, они стесняются у Горнитая просить благословения, приходят к нам, у Шивы просят материальные вещи. And here Krishna is saying, no, Prabhupada is saying that the Lord is eternally the maintainer of the individual living entities, both in their conditioned and in their liberated situations. So he's maintaining us even when we are conditioned. Здесь Шрила Прабхупада говорит, Господь вечный хранитель всех живых существ, как обусловленных, так и освобожденных. То есть даже если мы обусловлены, Господь все равно хранит нас. So even if you don't ask him, he knows what is our material desires. Даже если мы не говорим ему о своих материальных желаниях, он все равно их знает. And he knows how. So we don't have to be afraid that Krishna will not bother about our material desires. Поэтому не бойтесь того, что Кришна может пренебречь нашими материальными желаниями. But he knows how to fulfill it. Он знает, как исполнить эти желания. Or he may even remove the desire. Или он также может избавить нас от этих желаний, если у нас будет такое желание. So you see the example of Karadama Muni. He was a great yogi, but he had this desire to get married. Все вы знаете пример Кардама Муни. Он был великим йогом, но у него было желание жениться. He didn't go around looking for a wife. Он не ходил вокруг, не заглядывался на женщин в поисках жены. But Krishna personally came in front of him and told him that I know that you have this desire. Кришна сам пришел к нему и сказал, я знаю, что у тебя есть такое желание. And I've already chosen a girl for you. Я уже нашел для тебя подходящую девушку. So you see, Karadama Muni was progressing in spiritual life, but he was still conditioned. Мы видим, что Кардам Муни прогрессировал в духовном отношении, но он был обусловлен, у него было материальное желание. And Krishna fulfilled his material desires very nicely so that his desire will be fulfilled and he'll also keep making spiritual advancement. И Кришна идеальным образом исполнил его материальное желание, так что у Кардама Муни его духовный прогресс сохранился, и вот это материальное желание исполнилось. Okay. Any comments on this? Может быть, кто-то хочет добавить что-то по этой теме или рассказать? Okay. The most important thing is this connection that the Paramatma Можно вопрос можно. Владимир Prabhu has a question. Okay. Ну вот я часто сталкивался, что астрологи часто рекомендуют читать специальные мантры в отношении планет, которые негативно влияют. Ну, насколько следовать, это ж получается, мы фактически начинаем поклоняться полубогам, я правильно понимаю, если будем эти мантры говорить? Преданные астрологи, да, или просто астрологи? Да, преданные даже бывают. Astrologers, even devotee astrologers, often recommend to chant some mantras to the rulers of those planets who have negative impact in your horoscope. So, what is the use of doing this if Krishna is the maintainer of all? Yeah, for people who do not have enough faith in Krishna, then devatas are there as a stepping stone.
Если человеку не хватает веры в Кришну, то поклонение деватам — это своего рода такой трамплин к поклонению Кришне. But even Спасибо. astrologers say that if you are chanting Hare Krishna mantra, that is the highest. You don't need to do anything more than that for pleasing Но Krishna. даже астрологи признают, что если вы повторяете мантры Хари Кришна, это самая высшая практика, и больше ничего не нужно делать, если вы служите Кришне. Нет необходимости что-то еще делать. You know, there is a devotee astrologer in Bangalore. He's В an Бангалоре initiated devotee. есть преданный астролог, инициированный преданный. And he's very popular. He comes on the television also. Он очень известен, он на телевидении выступает. And what he does is, at the end of the consultation, he always tells them you should chant Hare Krishna mantra. И он каждую свою консультацию заканчивает рекомендацией повторять мантру Хари Кришна. You know, to improve their situation. Для того, чтобы улучшить астрологическую ситуацию. And Prabhupada also said that when we go and chant, you know, before Krishna and we clap our hands, when we're clapping our hands, all the, you know, the lines on our hand keeps changing. Шрила Прабхупада говорит, что когда мы поем перед Кришной и хлопаем в ладоши, то линии судьбы на наших ладонях меняются. So that is the faith we should have. У That нас, whatever problems we have, we should take shelter of Krishna. у нас должна быть вера в то, что какие бы проблемы у нас ни возникали, нам следует искать прибежище у Кришны. And then we'll always be positive. Тогда у нас всегда будет позитивный настрой. And then we'll have Krishna's, you know, great mercy on us. И тогда мы всегда будем получать большую милость Кришны. Okay, we'll go to text 13. Dehinosmin yatha dehe kaumaram yauvanam jara tata dehantara praptir dhirastatra namohyati. Текст 13. Воплотившаяся в теле душа постепенно меняет тело ребенка на тело юноши, затем на тело старика, и точно так же после смерти она переходит в другое тело. Трезвомыслящего человека такая перемена не смущает. Комментарий. Каждое живое существо, воплотившись в материальном теле, является индивидуальной душой. Его тело постоянно меняется. Ребенок становится юношей, а юноша постепенно превращается в старика. Однако сама душа при этом остается неизменной. После смерти тела индивидуальная душа меняет его на другое. И поскольку в следующей жизни живое существо обязательно получит новое тело, либо материальное, либо духовное, Арджуна напрасно оплакивал неминуемую смерть Бишмы и Дроны и так сильно беспокоился о них. Напротив, он должен был радоваться тому, что они, оставив старые тела, получат новые, молодые, полные сил. Смена тел позволяет живому существу испытывать разнообразные радости и страдания, пожиная плоды своих прошлых поступков. Такие благородные души, как Бишма и Дрона, в следующей жизни обязательно получат духовные тела или, по крайней мере, тела небожителей на райских планетах, где уровень материальных наслаждений гораздо выше, чем на Земле, так что у Арджуны в любом случае не было причин для скорби. Того, кто постиг природу индивидуальной души, сверхдуши, а также материального и духовного миров, называют Дхирой, самым трезвомыслящим среди людей. Такого человека не может ввести в заблуждение непрекращающаяся смена тел. Учение Майявади о единственности вечной души несостоятельно, поскольку душу нельзя разделить на части. Подобное членение Всевышнего на индивидуальной душе сделало бы его делимым и изменчивым, что противоречит принципу неизменности высшей души. Бхагавад-гита подтверждает, что отдельные частицы Всевышнего существуют вечно, санатана, и называются кшара, что указывает на возможность их падения в царство материи. Эти частицы вечно отделены от Всевышнего, и даже после освобождения индивидуальная душа по-прежнему остается его отделенной частицей. Однако, освободившись из материального плена, она обретает вечную жизнь, исполненную блаженства и знаний, и получает возможность общаться с Верховной Личностью Бога. Теория отражения применима к сверхдуше, которая присутствует в теле каждого живого существа, известна как праматма. Она отлична от индивидуальных живых существ. Когда небо отражается в воде, на ее поверхности видны Солнце и Луна, а также звезды. Звезды можно сравнить с живыми существами, а Солнце или Луну с Верховным Господом.
Индивидуальную душу, частицу Господа, представляет Арджуна, а высшая душа – это Шри Кришна, личность Бога. Они занимают разные положения, о чем сказано в начале 4 главы Бхагавад-гиты. Если бы Арджуна находился на одном уровне с Кришной, и Кришна не занимал более высокого положения, то их отношения учителя и ученика потеряли бы смысл. Если бы оба они находились во власти иллюзорной энергии, майи, то один из них не должен был бы становиться учителем, а другой учеником. Наставления такого учителя оказались бы бесполезными, ибо того, кто находится в плену майи, нельзя считать авторитетным наставником. Все это доказывает, что Кришна является Верховным Господом и занимает главенствующее положение по отношению к обыкновенному живому существу Арджуне, которое олицетворяет собой забывчивую душу, околдованную майей. So these two verses are very powerful for destroying Mayavadi philosophy. Эти два стиха убедительно опровергают философию Майявады. In the previous verse, it is also said that the Mayavadi is not able to understand Krishna properly. Why is that? В предыдущем стихе в комментариях Шрила Прабхупада говорил, что Майявади не могут правильно понять Кришну. Как вы думаете, почему не способны постичь Кришну Майявади? Они, наверное, не способны постичь личность Кришны, ибо эта концепция противоречит. They are unable to realize Krishna as person because the very concept contradicts their views. So why are they not able to understand Krishna? А почему они не могут постичь Кришну? Потому что Krishna, они не Кришне. Есть зависть к Кришне, поэтому они постичь Бхагавад-гиту не могут. Because they're anxious of Krishna, they cannot realize Krishna or understand Bhagavad Gita. because they are envious. Yes. Да, дело Okay. зависти. And why does Lord Chaitanya Mahaprabhu warn us not to listen to Mayavadis? А почему Господь Чайтанья Махапрабху запрещал нам слушать философов Майявади? Ну, потому что считать Господа, как они считали, что это не личность, это фактически оскорбление. И, ну, то есть вести как бы диалог с таким человеком, это оскверняться, который, ну, Господа не признает личностью. Because Mayavadis commit offense by not accepting Krishna as a person, and it's not advisable to associate with offenders. Yes, and then what will happen to us if we associate? А если мы будем общаться с Майявади, слушать их, что с нами тогда случится? Ну, мы же фактически будем присутствовать при фактически оскорблении Господа и, ну, будем как бы аппаратки совершать. Мы же не уходим от общения, остаемся. We should also take part in this offense because we would sit and hear them offending Krishna. It will be an aparada. Yeah, and if we commit that offense, what will happen to us? И если мы станем повинны в этом оскорблении, то что с нами тогда случится? Ну, духовное наше развитие будет как бы замедляться, и, ну, мы можем деградировать. It will stop our spiritual progress and we could even degrade. Yes, and here specifically Prabhupada is saying that one who takes to understanding of the Mayavadi philosophy loses all power to understand the real mystery of the Gita. So we will also lose the power to understand Gita. Да, и в последнем ответ есть в последнем абзаце. Комментарий к предыдущему стиху Шрила Прабхупада пишет, Господь Чайтанья запретил нам читать комментарии философов Майявади,
и, предостерегая нас, говорил, что тот, кто принимает философию Майвады, лишается возможности проникнуть в тайный смысл Гиты. Okay. This Sanskrit verse of last one and this one, have you learnt it by heart? Знаете ли вы наизусть 6, 12 and на 13. санскрите шлоки 12 и 13? You can try to learn if you have not. Кто не знает, выучите их. If you see the word-to-word meaning, then even if you take 1 week, it's okay, but you can learn it. Даже если у вас запоминание стиха и пословного перевода неделю займет, все равно есть смысл их выучить. Okay. Actually, when you do Bhakti Shastri, they ask you to learn some verses by На heart. самом деле, чтобы сдать Бхакти Шастру, там все равно придется учить стихи наизусть. And we have, maybe you can listen to the audio file of these verses. Maybe what you can do is you can even, if somebody has already recited it, then you can listen to it and then keep listening, then you can easily learn it. Если есть сложности с запоминанием шлок, тогда можно слушать их в записи, чтобы кто-то начитал эти шлоки, и тогда легко будет запомнить. Okay. Explain how Krishna is teaching about the eternality of the soul and its transmigration from this verse. What does he say about transmigration? Какой пример 13th verse. приводит Кришна Арджуне, говоря в 13 стихе о вечности души и ее переходе из одного тела в другое? What example does he give to help us understand it? Какой пример он приводит, чтобы помочь нам понять это? Yes, who will say? Binodini, Mataji. Матаджи Винодни. Я не помню, а в тексте не могу найти пока. А я вам прочитаю, послушайте, пожалуйста. Воплотившаяся в теле душа постепенно меняет тело ребенка на тело юноши, а затем на тело старика. И точно так же после смерти переходит в другое тело. Трезвомыслящего человека такая перемена не смущает. Да, но мне надо было ответить на вопрос, аналогию какую-то, да, найти? Вот аналогия, она в этом стихе. Какой пример приводит Кришна Арджуне, говоря о вечности души? Какая аналогия? Что, душа переходит из тела в тело? Это что ли аналогия? Я не поняла все равно. She cannot find the answer even in the verse itself. Okay, so you have experienced transmigration in this life, have you not? Смотрите, у вас даже в этом теле есть опыт перехода из одного тела в другое, правильно ведь? Your body has changed. It's been a small baby, and then it became a bigger child, and then it became an adult. Ваше тело менялось в течение жизни. Вы когда-то были новорожденной, потом девочкой, потом взрослой женщиной. And then after that, it's, so you were the same person. Your body completely changed. The baby's body is not the same as the child, and the child's body is not the same as the adult. Тело при этом меняется полностью. Тело ребенка – это совершенно не то же самое, что тело подростка. Тело подростка – совершенно не то же самое, что тело взрослого человека, но личность, при этом вы как личность, вы остаетесь. But you have experienced that you are the same person. You remember what happened to you when you were 5 or 6 years old, even though that body is no longer there.
вы как личность при этом остаетесь. Вы, например, помните же себя 5- или 6-летней, правильно? Хотя того тела вот 5-летнего уже сейчас него нет. So have you not experienced going from one body to the other in this life? Поэтому разве не было у вас опыта перехода из одного тела в другое даже в этой жизни? So Krishna is saying the same thing happens at death. You just get another body. И Кришна объясняет, что после смерти то же самое происходит. Точно так же душа переходит в новое тело. А мне просто непонятно, знаете, какой момент, что вот, допустим, я живу, да, и я считаю, что у меня тела не меняются от детского к юношеству, к старчеству. Тело не меняется, а оно просто как бы стареет. Оно My problem is that I do not feel this as a change of bodies from childhood to youth and to adult. I feel like just it's the same body, but it's getting older and older. No, but scientists say that every 7 years, all the cells of our body changes. We get new set of cells. Ученые признают, что за 7 лет полностью меняется клеточный состав тела. То есть это уже другое тело через 7 лет. And practically you can see the baby's body, baby's body is not the same as your body now. Потом You've changed your body. помните себя, когда вы были ребенком, вот ваше тело тогда и ваше тело сейчас, они же совершенно отличаются друг от друга, то есть это тело уже другое, вы сменили тело, можно сказать. But because you are inside that body, you have accepted it. Okay, I had a child's body, now I have an adult's body. Но поскольку вы, как душа, находитесь в теле, вы это принимаете. Значит, вы понимаете, раньше было у меня тело ребенка, сейчас у меня тело взрослого человека. Isn't it? Разве не так? Да. Yes? Спасибо. Yes. Okay. Можно вопрос? Vladimir has a question. Yes. Према Падмини, ну вот такой вопрос. Кришна говорит, что не надо скорбеть, потому что душа не погибает. Вот. Это, можно испытывать только, я так понимаю, чувство разлуки. Вот. Означает ли это, что в духовном мире мы продолжим отношения с тем, с кем мы имели отношения? Или же, если человек возвращается опять в материальный мир, то есть он тоже может встретиться с душой, которой были отношения. Но как вот это будет продолжение? Мы что, не узнаем друг друга? Krishna says that one should not grieve about the death of the body. Does it mean that we should feel separation with the deceased one? And what happens when we return to spiritual world? Do we still have relations with those whom we know now? Or even if we do not return to spiritual world, when we take a next birth, do we meet them? Yes. Yeah. Do we meet them? Do we recognize them? Yes, of course. Actually, many times, they have done this hypnotic. What do you call that? Regression. Regression. Hypnotic regression, and in that, you can see when you're hypnotized, you can go into your mind and you will see what you were in your previous lives. Да, конечно, есть же такой метод гипнотической регрессии, когда вас погружают в гипнотическое состояние, и вот где-то в глубинах ума вы находите, кем вы были в прошлой жизни. And many times people have seen that some relationships they had with some people, and they can recognize who they are in their current lives. They'll see that, they have been born now and they're still connected with me. И зачастую люди видят, что вот эти отношения, с кем они были связаны в прошлых жизнях, они с этими же людьми связаны уже в новой жизни.
So we can recognize, we can recognize when we are in that, subconscious, when our subconscious is awakened. Right now, it remains subconscious. We're not conscious of the subconscious. That's why we've forgotten who's who. Но вот это узнавание, этот эффект узнавания, он возможен, когда задействовано подсознание человека, то есть в гипнотическом состоянии. Когда мы находимся в сознании, подсознание отключено, и поэтому мы тогда уже не узнаем никого. And we'll certainly meet in the spiritual world also. Но в духовном мире мы, конечно, обязательно тоже встретимся. Да, спасибо большое. Thank you so much. Thank you. And then, why did Krishna tell Arjuna that there was no need to lament for Bhishma and Drona? Почему у Арджуна нет причин для скорби о Бхишме и Дроне? Можно ответить, да? Угу. Такие благородные души, как Бхишма и Дрона, в следующей жизни обязательно получат духовные тела, или, по крайней мере, тела небожителей на разных планетах, где уровень материальных наслаждений гораздо выше, чем на Земле. Вот. Bhishma and Drona, being noble souls, were surely going to have spiritual bodies in the next life, or at least life in heavenly bodies for superior enjoyment of material existence. Okay. So what is the Mayavadi philosophy being discussed in this verse, purport? How to defeat Mayavadi philosophy? В этом комментарии речь идет о философии Майявади, в чем она состоит и как опровергнуть довод философов Майявади. What is Mayavadi philosophy? If someone wants to say? Кто-то хочет, может высказаться, что за философия, какое учение Майявади здесь в комментарии упоминает Шрила Прабхупада? What do the Mayavadis believe? That after liberation, what happens? По мнению Майявади, что происходит после освобождения? Харе Кришна, учение Майявади о том, что единая душа, то есть слияние с единой душой. Да. They have a theory of oneness of the spirit soul. Okay. Then, suppose, so that means they say that we are all God, right? We are all God. В чем заключается это учение? Майявади утверждает, что мы все Бог. We are all Narayana. Мы все Нараяна. And now, so if we are all one, then how did we become separate then? If we are all one, that means it is we are being cut into so many pieces, isn't it? Но если мы все едины, то как наша множественность появилась? То есть нас, получается, это единое целое на кусочки, что ли, порезали? If Brahmajyoti is one, how did it become so many? Если Брахмаджьоти едино, откуда вот эта множественность душ может взяться? That means soul can be cut. Это означает, что душу можно разрезать. But can the soul be cut? Но можно ли душу разрезать? Нет, она неделима и неизменчива. No, it cannot be cut and it is not subject to any changes. Yes, so that is how we can defeat them. Can say that, how do you say that? How? If we are one, then how did we become? And sometimes also the Mayavadis say that we are all, they not sometimes, they always say that we are all God.
then if you are God, how did you fall into Maya? Ну, вот так можно опровергнуть их довод, сказать, что если мы все Бог, то тогда как получается, этот безличный Брахман был разделен на множество частей, и на их утверждение о том, что они Бог, можно сказать, но если вы Бог, как же вы могли пасть в Майю тогда? Right? Do you meet any Mayavadis? Вам вообще встречаются майявади? Impersonalists. I mean, even they can be from other religions also. В широком смысле имперсоналисты, они, может быть, какой-нибудь другой религии принадлежат, но такие по убеждениям имперсоналисты. So Actually, you can use these verses. we constantly meet them here. They do not realize that they are Mayavadis. Я говорю, что нам постоянно встречаются такие люди, они просто сами не знают, что они Майявади. So how do you convince them of personalism? Как вы их убеждаете в истинности персонального учения? Actually, it's very difficult to convince them. They have problems with that. It's easier to convince a non-believer than a Mayavadi. Но вопрос, как вы at least переубеждаете? Я сказал, что их очень трудно переубедить, что проще неверующего человека убедить, чем Майявади, такого российского. No, but if they are open-minded, then you can use these verses to explain to them, right? Но если они люди с таким широким сознанием, то можно тогда вот этими стихами им попытаться объяснить. How will you okay, so I'm the Mayavadi and you are going to be the devotee. Давайте сейчас такую сценку разыграем. Маджи Према Падмини будет Майявади, а вы будете преданными. Okay, so I'm saying, let's see, we are all one. When we become liberated in the spiritual world, we're all not separate, we're all together, we become one. Я утверждаю, что мы все суть одно. И когда мы обретаем освобождение в духовном мире, мы все сливаемся и становимся обратно одним целым. We should argue against? Yes, you must defeat me. Давайте, кто сможет опровергнуть? Я смогу. Харе Кришна. Харе Кришна. Тогда как душа, столь деятельная в этом теле, потеряет свое качество вот этой деятельности и станет чем-то таким аморфным, безличным? Then how can a soul, which is very active in this body, can lose this quality of activeness and become something inactive? But I'm happy. I don't have to take birth again and again. Ну, я буду счастлив, мне, по крайней мере, не нужно будет рождаться снова и снова. And I'm God, so I'm very happy. Я Бог, поэтому я счастлив. Но вы попробуйте вот в этой жизни ничего не делать. Просто сидеть, когда хорошо, и ничего не делать. Вот покушали, ничего не делайте, поспали, ничего не делайте. И вот вы будете ли вы счастливы? But you try in this lifetime, try doing nothing. You just eat something and just sit and doing nothing. They take a nap and then try to do nothing. Yeah, but that is because I'm conditioned now. When I become liberated, I don't need to do all that. Ну да, я не могу так делать, но это потому, что я нахожусь в обусловленном состоянии. Когда я достигну освобожденного состояния, мне уже не нужно будет всей этой деятельностью заниматься. Why don't you say first what Krishna is saying about us? Почему Whether we are one or not. What did he say?
почему вы не начали свои контраргументы со слов Кришны, что он говорит по поводу там единства нашего или различия? Кришна, хорошо, Кришна в Бхагавад-гите говорит, что мы всегда были личностями и никогда не перестанем ими быть. Это во 2 главе Бхагавад-гиты Кришна говорит Арджуне, что и Бхишма, и Дрона, они всегда личности, и они никогда не перестанут ими быть. In the second chapter, Krishna tells Arjuna that we are always a person and we do not cease to be a person, and Bhishma and Drona will also remain persons. Yes, very good. Да, очень хорошо. So, that is the first thing. Then, okay, I will argue for that. Ну хорошо, это первый момент, но у меня на это есть тоже возражение. That Krishna is saying only when you are in this material world, we're all separate. But when we go into the spiritual world, we'll all be one. Я на это возражу, что Кришна говорит это только применительно к материальному миру. Это здесь мы все существуем обособленно, а когда мы возвращаемся в духовный мир, то мы становимся одним. В той же 2 главе Кришна говорит, что душа никогда не возникала, не возникает и не возникнет, что она вечная, изначальная, всегда существующая, и она не погибает, когда погибает тело. In the same second chapter, Krishna says that the soul never appeared or never appears, and it does not cease to exist with the death of the body. Okay, but I'm saying that the soul, the soul does not, I mean, the soul is eternal. But when I take this body, the soul is, when it's eternal, the soul is all one. Okay, we are all Brahman. But when I take the body, then I become separate. I become an individual. Но мой тезис в том, что душа в освобожденном состоянии, она часть вот большого целого, большого брамана. А когда душа получает материальное тело, тогда вот все души, они уже становятся множественными, они разделены. So, then what will you say? Попробую. Мне кажется, я уловила момент Нитянанда Сварупа. Let me try. I think I've got the point. Именно потому, что каждая душа является индивидуальностью, она имеет возможность попасть в этот материальный мир. Because each and every soul is individual, that is why it has a chance to come to the material world. То есть она называется кшарак, что указывает на возможность падения. The soul is called kshara, which means that it is prone to the fall down. Ни Кришна, ни безличный Брахман, они не падают в материальный мир. Krishna and impersonal Brahman are not prone to fall down to a spiritual world. But I believe that Krishna is also material because he is individual. Но я считаю, что Кришна тоже продукт материи, потому что он индивидуальность. His body, Krishna's body is Maya. Krishna's body is Maya. You are wrong. А можно попробовать ответить? Let me try to answer. Ну, вы можете так считать, и, в принципе, Кришна вам предоставит эту возможность, то есть вы будете солидить его брахмаджьоте и будете чувствовать себя именно как частью Бога. You can go on considering like this, and Krishna will give you opportunity to merge into the Brahma Jyoti and to become one with the Lord. Однако в духовном мире также есть личностные отношения с Богом, и вы можете выбрать этот путь, и тогда
царстве Бога и развивать с Ним отношения. But in spiritual world, there are also personal relationships. So if you choose that path, then you can develop your own relations with God. Ну, в разных расах это можно делать, и служить Ему, и дружить с Ним. In different races, you can serve Him, you can make friends with Him, or just continue to exist in Brahman. Yes, I don't believe in these relationships are there only in the material world. Я не верю в отношения в Brahma Jyoti, духовном there are no мире. relationships. В Брамаджоте нет отношений, отношения есть только в материальном мире. Вот есть аргумент Бхагавад-гита 7.24, где Кришна говорит про то, что он не продукт материального мира. Люди, лишенные разума и не знающие меня таким, какой я есть, считают, что я верховная личность Бога, Кришна. Раньше не был личностью, а теперь стал ею. Из-за скудости своих познаний они не понимают, что я обладаю высшей природой, абсолютной и нетленной. Сейчас, минутку, в следующем стихе он говорит, что таких людей называют глупцами и невеждами и никогда не являют себя им, потому что его от них скрывает его внутренняя энергия. Krishna refutes this argument in verse 7:24, where he says, "Unintelligent men who do not know me perfectly think that I, the Supreme Personality of Godhead, Krishna, was impersonal before and have now assumed this personality. Due to their small knowledge, they do not know my high nature, which is imperishable and supreme." And in the next verse he continues, "I am never manifest to the foolish and unintelligent. For them I am covered by my internal potency, and therefore they do not know that I am unborn and infallible." Yes, that is very good. But I want you to answer on the basis of these two purports. Это вы очень хорошо сказали, но я хочу, чтобы вы опровергли аргументы на основании вот двух комментариев к стихам 2.12, 2.13, которые мы сегодня разбирали. What is Prabhupada saying about Krishna? Говорит о Кришне. About Krishna having a material body. О Кришне и о материальном теле Кришны, что Прабхупада говорит. Ну, Кришна говорит, что тело Господа, что оно нематериально. Krishna says that his body is not material. And see, for the Mayavadas, if you see, we all accept Bhagavad Gita because it is spoken by Krishna, right? It's not spoken by anyone else, only by Krishna. И мы все принимаем Бхагавад-гиту именно потому, что ее поведал Кришна, никто не другой. And if Krishna is conditioned like us, if you say that his body is material, then what is the value of Bhagavad Gita? Если бы Кришна был бы таким же обусловленным живым существом, как мы, то есть имел бы материальное тело, то в чем была бы ценность Бхагавад-гиты? Krishna has to be transcendental, right? Because he has spoken the Bhagavad Gita. Кришна просто обязан быть трансцендентным, как тот, кто поведал Бхагавад-гиту. And in that transcendental form, he says that he is individual. И он, имея трансцендентный образ, говорит о том, что он личность, индивидуальность. So that means there is no merging. Это означает, что ни о каком слиянии, никого с кем не может быть и речи. Right? Is that clear? Понятен этот момент? Харе Кришна, сложность с майявади западными в том, что они не признают Бхагавад-гиту истинным знанием. The problem with Western Mayavadis is that they do not accept Bhagavad Gita as a bona fide knowledge. Okay. Anyway, but if that is what, if there are some people who are open and who are not just fighting like that, not stubborn, then we can explain.
Ну да, но если мы имеем дело с такими людьми, которые открыты к обсуждению, они просто вот как-то бездумно отстаивают свою точку зрения, можно им попытаться это объяснить. Because there are many people all over the world who accept that Bhagavad Gita is an authority, it's a scripture. На самом деле огромное количество людей по всему миру признают авторитет Бхагавад-гиты как священного писания. Or if you meet some Indian Mayavadi. Ну или это может вам пригодиться, если вы индийских майявади где-нибудь повстречаете. Okay. So, and the other, this thing against Mayavad is, we saw that, first one is how can you cut the Brahman? If it is one, how did it become many? Первый довод, опровергающий учение Майявади, звучит так, что если мы все суть одно, то как можно было разделить это одно, этот едино неделимый Браман, так, что получилась множественность душ? And then Krishna is saying that we've always been individuals in the past, present and future. Второй довод заключался в том, что сам Кришна говорит, что мы личности, индивидуальности, и так было в прошлом, есть в настоящем и будет в будущем. And in the future means even when we are liberated, we are going to be individual. И когда он говорит в будущем, это также включает в себя наше освобожденное состояние. То есть, когда мы обретем освобождение, мы тоже останемся индивидуальными личностями. Yes. And then there is one more question. Okay, we'll just finish this and what is that? The Paramatma is compared to the sun and the stars to the living entities. They are individual in the sky as well as in their reflections. Discuss this analogy. Параматму сравнивают с солнцем, а живые существа со звездами и в небе, и в отражении на водной глади, и солнце и звезды остаются обособленными. Поясните эту аналогию. Can you read that paragraph, Prabhu? Кто может? From the purport? Yes. Теория отражения применима к сверхдуше, которая присутствует в теле каждого живого существа, известна как параматма. Она отлична от индивидуальных живых существ. Когда небо отражается в воде, на ее поверхности видны солнце и луна, а также звезды. Звезды можно сравнить с живыми существами, а солнце или луну с Верховным Господом. Индивидуальную частицу Господа представляет Арджуна, а высшая душа – это Шри Кришна, личность Бога. Они занимают разное положение, о чем сказано в начале 4 главы Бхагавад-гиты. Если бы Арджуна находился на одном уровне с Кришной, и Кришна не занимал более высокого положения, то их отношения учителя и ученика потеряли бы смысл. Если бы они оба находились во власти иллюзорной энергии Майя, то один из них не должен был бы становиться учителем, а другой учеником. Наставления такого учителя оказались бы бесполезны, ибо того, кто находится в плену Майи, нельзя считать авторитетным наставником. Все это доказывает, что Кришна является Верховным Господом и занимает главенствующее положение по отношению к обыкновенному живому существу Арджуне, который олицетворяет собой забывчивую душу околдованной Майи. I've read the purport to the very end. Okay, so he's saying that in real, when you see in reality, you see the sun is there and the stars are there on the sky. So what is the sun compared to? Sun or the moon? What is it compared to? Прабхупада говорит, что в небе можно видеть отдельно Солнце, Луну и звезды. Что с чем здесь сравнивается? Что такое Солнце, что такое звезды? Звезды – это живые существа, а Солнце и Луна – это Верховный Господь. Stars are compared to living entities, and sun and the moon are compared to the Supreme Lord. Okay. So, and then how are the reflections? Reflections, what do they show? Как они отражаются на поверхности воды? Reflection on the water, on the earth. Что происходит с отражением на поверхности воды, Солнца, Луны, звезд? Искажаются, в обратном порядке отражаются.
It is distorted and reflected upside down. No, but do you see the sun as separate and all the stars are separate Нет, здесь on the другое water? имеется в виду. Они сливаются как в отражении, или мы по-прежнему их видим раздельными в отражении? They are separate. Yeah, so that is what Krishna is saying, that before, I mean, the reality, in real world also we are separate, and in this illusory world also we are separate. Маша Винод, не можете микрофончик выключить? Да, в этом смысл аналогии, что мы разделены и в материальном мире, и мы также остаемся индивидуальными в духовном мире. Okay. Right. Is that okay? Ну что, достаточно на сегодня? So, because for many people, this individuality is very disturbing in the spiritual realm, because in material world, they have suffered because of this. They don't, and so in the spiritual world, they are hoping that everything, I mean, no relationships, nothing. I can just merge and then I can become God and I don't have to serve anyone. Многих людей очень беспокоит концепция индивидуальности, потому что здесь, в материальном мире, индивидуальность им доставляет большие страдания, и они надеются, по крайней мере, в духовном мире индивидуальность утратить, и их пугает сама концепция служения Господу как индивидуальная душа. And also, Krishna Prabhupada, he says that Krishna and Arjuna are not on the same level, right? И также в комментариях Шрила Прабхупада объясняет, что Кришна и Арджуна не находятся на одном уровне. We are all parts, and Krishna is superior to all of us, all the other living entities. Мы все, как живые существа, частицы Кришны, но Кришна занимает положение Верховного Господа. If Krishna is not superior to us, then why should he be the instructed and why should we be the instructed? Если бы Кришна не занимал более высокое положение, то с какой стати он должен был бы давать нам наставления, а мы бы должны были их принимать? And Arjuna is affected by Maya, and Krishna is not affected by Maya. Арджуна находится во власти Майи, чего нельзя сказать о Кришне. So all these points are necessary because the Mayavadis do not accept do not accept Krishna as the supreme person. They think that he's a great person, but he's not God. Знать все эти аргументы важно потому, что майявади, они хотя и признают Кришну великой личностью, они не признают его Богом. Because they think that only impersonal Brahman is the topmost. Они высшим считают безличный Браман. So personalism is less than when the Brahman takes a body, then it becomes imperfect. И они считают, что когда Браман воплощается в теле, он становится несовершенным. And you see how envious they are because, you know, the Mayavadis, they claim to be God. Then we ask them, why are you suffering then if you're God? And do you know what they say? They say, this is my Leela. Майявади называют себя Богом, и когда их спрашиваешь, а почему же вы так страдаете, это боги, они говорят, ну, это моя лила. So, okay. We'll continue next class. Продолжим разбирать на следующей встрече. Any questions? Есть ли вопросы? Да, есть вопрос. Спасибо большое, Према Падмини. Очень рада, что наконец-то включилась в вебинары. I have a question. Thank you so much for
giving this study class. I'm happy to join it. И вопрос такой. На следующем занятии какой стих по Бхагавад-гите будем изучать? What verse shall we study on the next study class? You mean what to read and come? What to do homework with? То Or есть what? вы имеете в виду подготовиться, домашнее задание какое сделать или что? Ну да. Yes. Please go through these verses. We did 12, 13, and 14 today. No, we haven't done 14 Oh, 14. yet. Only 12 and 13. Okay. Go through 12 and 13. No, we did 11 also. 11, 12, and 13. Мы сегодня прочитали, мы вторую главу разбираем, мы всего прочитали 3 стиха, 11, 12 и 13 второй главы. То есть мы продолжим, соответственно, с 14 стиха в следующий раз. Спасибо. And we'll do a quick revision before we go to the next verse in the next class. И перед тем, как мы 14 стих начнем, мы вкратце еще вспомним, о чем мы до этого читали в следующий раз. В следующий раз у нас через месяц примерно будет. Our next study class would be around April 12 in 1 month, I just mentioned. Примерно 12 апреля будет следующее занятие по гите, ориентировочно. 27th. Oh, yeah. Okay. Yes. Unless... Okay. А еще тут вопрос остался, Нитянсвара Прабhu, по применению. Может быть... Unless if we can have on Wednesday instead of Friday, the next week. Но есть такой вариант, если вы не хотите ждать целый месяц, то можно попытаться провести в среду на следующей неделе вместо пятницы, потому что уже не будет Маши Према Падмини в следующую пятницу. Следующая пятница у нас 22. Как вы смотрите 20 числа в среду провести? Сейчас надо отреагировать быстро и сказать, да, мы хотим или нет, мы не хотим, чтобы... Может быть, плюсики поставят в чате те, кто... Давайте голосом сейчас плюсики. Сейчас, кто будет сейчас эти плюсики смотреть? Сейчас надо сказать. В среду вы сможете участвовать в среду 20 числа? Я не смогу, у меня служение. Давайте, Я вряд ли смогу. давайте скажите, кто может, чтобы понять. Ну, как бы... Я могу. Vladimir Prabhu can attend, and somebody else said they can attend next Wednesday. They can. Шачтай Прабhu, вы можете? Oh, Sachitanya Prabhu cannot. Шачтай Прабhu, самое главное действующее лицо. Шачтай Прабhu will be available also. I will be available also. Okay. Остальные вы в записи посмотрите. All the rest they can see in the recording. У нас остался вопрос на применение. Shaitanai Prabhu insists that we also read the application question for... Yes. The application question I didn't ask, and that was, do we willingly take the guidance and instructions from the representatives of the Paramatma, like the Guru and senior Vaishnavas? Вопрос на применение 13 стиху по просьбе Шачтанай Прабhu. Принимаем ли мы с готовностью руководство и наставления от представителей Параматмы, таких как Гуру и старшие Вайшнавы? So you meditate on all these, and then we'll meet next week. Помедитируйте на этот вопрос, и на следующей неделе мы с вами встретимся. Okay. Yeah. Any other questions or comments? Еще есть какие-то вопросы или комментарии? Конечно, спасибо большое. Okay.
we'll stop then. Ну, давайте на этом тогда остановимся. Спасибо. Харе Кришна. Спасибо большое. Харе Кришна, спасибо большое, Према Падмини. Харе Кришна. Спасибо. Шрила Гурудев की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता ग्रंथराज की जय, वांछकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो नमो नमः। कोटि वैष्णव वृंद की जय। Чачнай Прабу, вы напишите там в чат про насчет среды, да, вот, ну, все вот такое, чтобы не забылось. Я не совсем понял, а у нас что будет в среду? Смотрите, так получалось, что у нас следующее занятие по Гите было бы Мадху Према Падмини до 10 апреля в отъезде, это среда, то есть 12 апреля пятница. Но она предложила, чтобы не было такого перерыва, сделать на следующей неделе до ее отъезда, то есть в среду 20 числа. Сделать Бхагавад-гиту в среду. Бхагавад-гита в среду. Бхагавад-гиту в среду в 8 утра. Вы сможете, вы напишите в чат там... Объявление сделаем, рассылку. Ага. Может быть, даже лучше пораньше там, потому что это как бы внепланово получается. И у нас получается Бхагавад-гита в среду 20-го, в понедельник 25-го будет, да, там понедельничная тема. И дальше до 12 апреля как минимум у нас перерыв. Да. Все, я тогда отключаюсь. Спасибо большое вам и всем преданным. Харе Кришна. Да, Харе Кришна. Всем спасибо большое за общение.